Почему я продолжаю чувствовать усталость, хотя делаю все правильно? Этот вопрос задают себе миллионы людей каждый день. Ответ проще, чем ты думаешь. Но западная медицина часто пропускает энергетическую составляющую. Что, если твоя энергия не истощена, а просто заблокирована? Твоя энергия — это как вода в реке. И если там есть плотина или какое-то препятствие, то сколько бы воды ни добавлять, поток все равно будет слабым. Научные исследования показывают, что осознанные медитативные движения вроде цигун или тайчи могут снизить уровень физической усталости на целых 73% и уровень ментальной усталости на 41%. Эти практики показывают эффекты, сравнимые с многими стандартными методами борьбы с усталостью, а иногда и даже превосходят их. Они также улучшают качество сна и снижают тревожность. В этом видео я расскажу, из-за чего на самом деле утекает твоя энергия и как древние энергетические практики остановят эту утечку буквально за 5-10 минут в день. Но сначала нам нужно провести настоящее расследование. Дело об исчезающей энергии. Главные подозреваемые. Каждый день происходит настоящее преступление против твоего организма. Систематическое воровство твоей жизненной энергии. Ты думаешь, что проблема в недосыпе или в нехватке витаминов. Но на самом деле твоя усталость имеет совершенно другую природу. Представь, что твое тело — это место преступления. Каждое утро ты просыпаешься с ощущением, что кто-то украл твою энергию, пока ты спал. Ты идешь к врачу, сдаешь анализы, принимаешь витамины, но воровство продолжается. Почему? Потому что ты ищешь вора не там. Вот первые улики этого энергетического преступления. Ты чувствуешь усталость даже после 8 часов сна. У тебя тяжелые веки к середине дня, твои плечи постоянно напряжены, будто ты несешь невидимый груз. Дыхание поверхностно, даже когда спокоен. Мысли путаются, концентрация пропадает к обеду. Большинство людей принимает эти симптомы за обычную усталость современной жизни. Но это классические признаки энергетической утечки, процесса, при котором твоя жизненная сила блокируется и не может свободно циркулировать по твоему телу. Неожиданный поворот в этом расследовании то, что врачи часто не находят причин этой хронической усталости при полностью нормальных анализах. Твой гемоглобин в норме, гормоны щитовидной железы в порядке, витамины на нужном уровне, и медицинская система говорит, что ты здоров, но ты-то чувствуешь себя выжатым как лимон. Подумай об этой хронической усталости как о некой загадке. Анализы крови выглядят нормально, но ты все равно чувствуешь себя разбитым. В чем же дело? Проблема в том, что традиционная медицина ищет поломки в отдельных системах организма, но не видит нарушений в циркуляции энергии. На самом деле происходит следующее. Традиционная китайская медицина уже тысячи лет знает о концепции энергетических утечек. Она называет жизненную энергию ци и утверждает, что болезни возникают, когда эта энергия блокируется или утекает через определенные точки в теле. Современные контролируемые исследования подтверждают эти наблюдения, показывая значительное снижение усталости при работе с этими энергетическими практиками. Твоя энергия утекает через 3 основных механизма. Первый — это хроническое мышечное перенапряжение. Когда ты испытываешь стресс, мышцы сжимаются и остаются в этом напряжении даже после того, как стрессовая ситуация прошла. Эти хронические зажимы требуют постоянных энергетических затрат на поддержание вот этого напряжения. Второй механизм — это устойчивые эмоциональные блоки. Каждая подавленная эмоция создает энергетический блок в определенной части тела. Какой-то невыраженный гнев застревает в области шеи и плеч. Подавленная тревога оседает в груди, в животе. И эти эмоциональные блоки
работают как такие плотины, перекрывающие естественный поток твоей энергии. Третий механизм — это нарушенные ритмы дыхания. Стресс заставляет дышать поверхностно и неритмично. Такое дыхание не обеспечивает тело достаточным количеством кислорода и нарушает работу твоей вегетативной нервной системы, отвечающей за восстановление твоей энергии. Ты должен понимать важный факт. Твоя энергия не истощается и не исчезает. Она блокируются внутри твоего собственного тела. Представь воду в шланге с множеством зажимов и искривлений. И вода никуда не девается, но не может течь свободно, потому что шланг перегнут во многих местах. То же самое происходит и с твоей жизненной силой. Энергетические утечки — это не мистика или эзотерика. Это конкретные физиологические и психологические процессы, которые можно обнаружить, измерить и устранить. Каждый мышечный зажим, каждый эмоциональный блок, каждое нарушение дыхания имеет свои физические проявления, которые ты можешь почувствовать и исправить. Теперь, когда мы знаем главных подозреваемых в воровстве твоей энергии, нужно понять точную схему их работы. Стресс как главный похититель энергии, механизм преступления. Стресс крадет твою энергию по строго определенной схеме, которую ты можешь отследить и прервать прямо сейчас. Это не случайный процесс, а четкий биологический механизм, который запускается каждый раз, когда твой организм воспринимает угрозу или давление. Физиологический механизм работает следующим образом. Когда ты испытываешь стресс, надпочечники выбрасывают в кровь кортизол и адреналин. Эти гормоны буквально перекрывают естественный поток энергии в теле, переключая все ресурсы на режим выживания. Твой организм начинает работать как мобилизованная армия. Вся энергия направляется на борьбу с воображаемой угрозой, а системы восстановления и регенерации отключаются. Хронический стресс может серьезно снизить твой доступный энергетический потенциал, запуская устойчивое выделение кортизола и блокируя восстановительные процессы. Представь, что значительная часть твоей жизненной силы просто испаряется из-за постоянного напряжения. Это не просто усталость, это системное истощение на клеточном уровне. Твое тело создает защитные зажимы, которые превращаются в энергетические блоки. Этот процесс называется эффектом мышечного панциря. Когда ты переживаешь стресс, определенные группы мышц автоматически сжимаются, создавая такой защитный барьер. Проблема в том, что после окончания стрессовой ситуации мышцы не расслабляются полностью, а остаются в таком состоянии хронического напряжения. Существует 3 основные зоны блокировки, где чаще всего застревает твоя энергия. Первая зона — это шейно-плечевой пояс. Здесь накапливается напряжение от постоянного контроля ситуации, попыток держать голову выше воды. Вторая зона — это диафрагма. Стресс заставляет дышать поверхностно, диафрагма сжимается и перестает работать в полную силу. Третья зона — тазовое дно. Эта область отвечает за чувство безопасности и заземленности. И при хроническом стрессе она блокируется первой. На нейробиологическом уровне происходят еще более серьезные изменения. Стресс кардинально меняет работу вегетативной нервной системы, которая контролирует все автоматические процессы в организме. Симпатическая нервная система, отвечающая за активацию и мобилизацию, начинает доминировать над парасимпатической нервной системой, которая отвечает за восстановление и накопление энергии. Исследования показывают, что практики цигун и тайчи способны переключить этот баланс в сторону парасимпатической активности, снижая уровень кортизола и повышая выработку эндорфинов. Эти изменения можно измерить через показатели вариабельности сердечного ритма и тонуса блуждающего нерва. Это объективные маркеры восстановления энергетического баланса. Результат такого стрессового доминирования в том, что ты теряешь доступ к внутренним ресурсам восстановления. Твой организм работает как машина, у которой колеса заблокированы тормозами. Двигатель работает на максимальных оборотах, энергия тратится впустую, а топливо заканчивается
накапливается очень быстро. В итоге формируется такой порочный круг. Чем больше ты устаешь, тем сильнее блокируется твоя энергия. Усталость повышает уровень стресса. Стресс создает новые блоки. И эти блоки, они еще больше усиливают твою усталость. Твой организм попадает в энергетическую ловушку, из которой сложно выбраться обычными методами отдыха. Ты должен понимать ключевую истину. Стресс блокирует естественную циркуляцию энергии через конкретные физиологические механизмы, которые можно обнаружить и устранить. Это не абстрактная концепция, а реальные процессы в твоем теле, с которыми ты можешь работать направленно и эффективно. Но стресс — это только верхушка айсберга. Существуют более глубокие слои энергетических блоков, которые формировались годами и требуют особого подхода для их обнаружения. Мышечные блоки и подавленные эмоции, скрытые улики. Твое тело хранит карту всех энергетических блоков, и ты можешь научиться читать эту карту за несколько минут. Каждая подавленная эмоция, каждый момент напряжения оставляет четкий след в твоих мышцах, и эти следы накапливаются годами, создавая сложную систему блоков, которая работает против тебя круглосуточно. Такая карта эмоциональных блоков выглядит следующим образом. Гнев и раздражение застревают в области шеи, челюсти и в плечах. Ты буквально несешь на плечах все свои обиды, невысказанные претензии. Страх и тревога оседают в области груди и верхней части живота, создавая ощущение сдавленности и нехватки воздуха. Печаль и горе накапливаются в центре груди, в области сердца, вызывая тяжесть и сжатие. Стыд и вина концентрируются в нижней части живота и в тазу, создавая ощущение тяжести в этой области. Подавленная сексуальность и творческая энергия также блокируются в области таза, лишая тебя естественной жизненной силы. Нереализованные амбиции и подавленная воля застревают в области солнечного сплетения, создавая хроническое напряжение в верхней части живота. Значительная часть твоей жизненной энергии тратится на поддержание вот этого вот хронического мышечного напряжения. Представь, что примерно 2/3 твоей жизненной силы расходуются просто на то, чтобы держать вот эти мышцы в сжатом состоянии, поддерживать вот этот мышечный корсет. Это огромные энергетические потери, которые происходят незаметно для тебя. Ты можешь определить свои основные энергетические блоки с помощью 3 простых тестов. Первый тест – сканирование напряжения. Ляг на спину, закрой глаза и медленно просканируй свое тело от макушки до пяток. Расслабься и попробуй отмечать места, где чувствуется сжатость, тяжесть, дискомфорт. Второй тест – проверка подвижности. Медленно поверни голову влево, вправо. Подними, опусти плечи, наклонись в разные стороны, обрати внимание, где движения ограничены или болезненны. Здесь мы проверяем скованность, ограниченность, где вот этот мышечный корсет не дает тебе нормально двигаться. Третий тест – это дыхательная проверка. Положи одну руку на грудь, а другую на живот. Дыши обычно и отмечай, какая рука движется больше. Если больше движется рука на груди, значит твое дыхание поверхностное, и диафрагма, она у тебя заблокирована. Некоторые короткие упражнения на расслабление могут снять поверхностное напряжение, но не способны очистить более глубокие эмоционально связанные мышечные блоки без интеграции вместе твоего ума и твоего тела. Психофизиологические исследования показывают, что для работы с такими вот глубокими блоками требуется особый подход, который соединяет осознанность с движением. Тебе нужно понимать ключевую истину. Подавленные эмоции создают конкретные мышечные блоки, которые становятся основными точками утечки твоей жизненной энергии. Каждый эмоциональный блок — это место, где твоя энергия застревает и не может свободно циркулировать по телу. И теперь возникает логичный вопрос. Если проблема в заблокированной энергии, то какой метод может эффективно растворить эти блоки и восстановить естественный поток жизненной силы? Осознанное движение, научное расследование древних практик, медленные
осознанные движения оказываются эффективнее интенсивных тренировок для восстановления энергии по одной простой причине. Они работают с источником проблем, а не с симптомами. Когда ты делаешь интенсивную тренировку в состоянии энергетического истощения, ты просто тратишь последние резервы на физическую нагрузку. А осознанные движения действуют наоборот. Они помогают организму переключиться из режима расходования энергии в режим ее накопления и в режим восстановления. Научное обоснование этого процесса связано с работой вегетативной нервной системы. Цигун и тай-чи напрямую влияют на парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за восстановление и регенерацию. Медленные движения в сочетании с глубоким дыханием посылают мозгу четкий сигнал. Угроза миновала. Можно переходить в режим восстановления. Этот сигнал запускает каскад биохимических реакций, которые снижают уровень гормона стресс и активизируют процессы заживления и восстановления твоей энергии. Исследования показывают сильный, клинически значимый эффект на усталость уже в течение 3 недель регулярной практики. Эти результаты получены в контролируемых исследованиях с использованием стандартизированных тестов на усталость и энергетические ресурсы. Что особенно важно, улучшения начинаются уже с 1-й недели практики. Этот механизм действия вот этих осознанных движений работает на 3 уровнях одновременно. Первый уровень физический. Медленные движения мягко растягивают и расслабляют зажатые мышцы, восстанавливая нормальную циркуляцию крови и лимфы. Второй уровень энергетический. Движения направляют внимание твое в заблокированные области тела, что помогает растворить энергетические пробки. А 3-й уровень нервный. Осознанные движения перенастраивают работу нервной системы, восстанавливая баланс между активацией и расслаблением. Существует 3 ключевых элемента эффективной практики. Первый элемент – это осознанное дыхание. Ты учишься дышать глубоко и ритмично, используя диафрагму вместо поверхностного грудного дыхания. Второй элемент – это медленное движение. Каждое движение выполняется настолько медленно, что ты можешь отслеживать каждую мышцу, каждое ощущение. И 3-й элемент – это направленное внимание. Ты сознательно направляешь внимание в разные части тела, там, где происходит движение, и особенно в области твоих блоков и зажимов. МРТ-исследования показывают конкретные изменения в работе мозга после такой регулярной практики цигун. Увеличивается активность в областях, отвечающих за саморегуляцию и контроль стресса. Снижается активность миндалины, структуры мозга, отвечающей за реакцию страха, тревоги, и усиливается связь между префронтальной корой и лимбической системой, что улучшает твою эмоциональную регуляцию. Особенно эффективна практика дерева. Древняя техника цигун, известная как джан-джуан, исследования подтверждают, что эта статическая поза увеличивает активность блуждающего нерва и способствует генерации альфа-волн в мозге. Клинические исследования валидировали эту технику как эффективный метод восстановления энергии. Для работы с энергетическими блоками вдоль позвоночника эффективна простая даосская практика микрокосмическая орбита. Исследования тай-чи показывают, что растяжение позвоночника улучшает циркуляцию спинномозговой жидкости, что напрямую влияет на энергетическое состояние. Изменения происходят не только на уровне нервной системы, но и на клеточном уровне. Практика осознанных движений активирует митохондрии, энергетические станции клеток. Улучшается кислородный обмен, нормализуется выработка АТФ, основной энергетической молекулы нашего организма. Ты должен понимать ключевую истину. Практика осознанных движений трансформирует энергетическое состояние через конкретные физиологические механизмы, восстанавливая естественный поток энергии в теле. И теперь возникает практический вопрос. Как именно применять эти знания для быстрого восстановления твоей энергии? 7-дневный протокол восстановления энергии. План действий.
Всего примерно 10-15 минут в день могут остановить утечку твоей энергии и запустить процесс глубокого восстановления. Ты потратил годы на поиски внешних источников энергии, но решение всегда находится внутри тебя. 7-дневный протокол, который я тебе дам, основан на тысячелетних практиках и подтверждается современными научными исследованиями. Структура 7-дневного протокола построена как пошаговый план для немедленного применения. Каждый день имеет конкретную задачу и определенные техники. Ты не будешь перегружен сложными упражнениями или долгими медитациями. Каждое действие займет максимум 10-15 минут, но результат превзойдет твои ожидания. День первый посвящен диагностике и осознанию. Твоя задача — найти основные энергетические блоки в теле. Утром первого дня выполни полное сканирование своего тела. Я уже про это выше говорил. Ляг на спину, закрой глаза и медленно перемещай внимание от макушки до пят. И отмечай места напряжения, тяжести, дискомфорта. Записывай свои наблюдения. Исследования показывают, что такое направленное сканирование тела немедленно снижает уровень гормонов стресса и запускает процессы саморегуляции. Вечером первого дня проведи тест подвижности. Медленно поворачивай голову, поднимай плечи, слушая свое тело, наклоняйся в стороны, вправо, влево, вниз, назад. И отмечай, где движения ограничены, где чувствуется боль или скованность. Обрати внимание на дыхание в течение дня, как ты дышишь в стрессовых ситуациях и где в теле возникает у тебя напряжение при волнении. День второй, третий – расслабление и освобождение. Ты начинаешь работать с хроническим напряжением. Основная техника этих дней – это 30-минутные направленные программы расслабления, которые в лабораторных условиях снижают кортизол на 20%. Поочередно напрягай и расслабляй каждую группу мышц. Начни с пальцев ног и поднимайся вверх до макушек. Напрягай мышцы 5 секунд, а затем расслабляй 10 секунд. И так последовательно от стоп до макушки полностью все тело. Полчаса. Особое внимание удели 3 основным зонам блокировки. Это шейно-плечевому пояс, диафрагма и тазовое дно. В области шеи и плеч делай медленные круговые движения головой и плечами. Для диафрагмы используй глубокое брюшное дыхание. Тазовое дно расслабляй через легкое покачивание таза. День 4-7. Циркуляция и накопление. Теперь ты восстанавливаешь естественный поток энергии. Основная практика этих дней – это осознанное движение. Все движения выполняй медленно, с полным вниманием к ощущениям в теле. Первая ключевая техника – даосская практика дерева. Эта древняя практика дает немедленное восстановление энергии. Встань прямо, ноги на ширине плеч, слегка согни колени, подними руки перед собой, будто обнимаешь дерево, локти слегка разведены, ладони направлены друг к другу. Стой в этой позе 3-5 минут. Дыши спокойно и глубоко. Визуализируй, что ты обнимаешь дерево, у вас с ним происходит энергообмен. Во время этого стояния представляй, как энергия поднимается из земли через ноги вверх по телу. Почувствуй, что у тебя, как у дерева, есть корни, которые уходят глубоко в землю. Делая вдох через эти корни, ты поднимаешь вверх по телу энергию. Почувствуй, как напряжение уходит, а тело наполняется силой. Эта техника активизирует парасимпатическую нервную систему и запускает процессы восстановления. Вторая ключевая техника – это дыхание 4-7-8. Эта практика показывает снижение уровня адреналина в течение уже 2 минут. Вдохни через нос на 4 секунды, потом на 7 секунд задерживаешь дыхание и дальше 8 секунд выдыхаешь через рот. Повтори такой цикл 4-6 раз. Это дыхательное упражнение из пранаямы и быстро снижает кортизол и переключает нервную систему в режим восстановления. Сядь удобно, закрой глаза,
И начни с дыхания 4-7-8. 4 секунды вдох через нос, 7 секунд задержка, 8 секунд выдох через рот. Затем сосредоточься на области сердца. Представь, как с каждым вдохом энергия наполняет эту область, а с каждым выдохом распространяется по всему телу. Мысленно направляя поток энергии в места блоков, которые ты обнаружил в первый день. Контролируемые исследования показывают значительное снижение усталости уже ко второй неделе ежедневной практики осознанных движений. Повышается уровень энергии, улучшается сон, снижается напряжение. К 7-му дню большинство участников исследований чувствуют себя совершенно по-другому. Ты должен понимать, систематическая 7-дневная практика осознанных движений запускает процесс глубокой трансформации энергетического состояния. Это не временное улучшение, а перестройка работы всего организма на новый уровень функционирования. У тебя есть все инструменты для того, чтобы остановить утечку энергии в своем теле и восстановить свою внутреннюю силу. Заключение. Практическое применение этих знаний начинается прямо сейчас. Теперь ты знаешь правду. Твоя энергия не исчезает, она блокируется внутри тебя. И ты можешь освободить ее с помощью осознанных движений или вот таких дыхательных медитативных практик, которые я сегодня показал. Это не теория, а конкретные физиологические процессы, которые ты уже можешь контролировать. Попробуй сегодня вечером 10-минутную такую практику дерева перед сном. И уже завтра ты почувствуешь разницу. Твое тело начнет восстанавливать естественную циркуляцию энергии. Подробнее с энергетическими практиками ты можешь познакомиться в моем онлайн-курсе Fireball 1 «Развитие энергетики». Ссылка есть в описании. Напиши в комментариях, в какой части тела у себя ты обнаружил самое сильное напряжение во время сканирования. И поставь огонечек, если планируешь попробовать эту технику сегодня.